Привет! Вы на канале о вязании. Меня зовут Настя. Приятного просмотра. Сейчас покажу, что я связала на этой неделе. Во-первых, я довязала смотрителя маяка. В прошлом видео я показывала, как я начала его. И что же у меня получилось? Вот такой вот смотритель. Большой мужчина у меня получился. Я уже закрепила чайку и шапочку, потому что увезу на полку и переживаю, что это все просто будет потеряется, и продавцы за этим не следят. Вот. А тут есть возможность снять шапочку и посмотреть. Пишу автора на экране, проходите, смотрите. Что по нему? В прошлый раз я его вязала, его быстренько забрали. То есть мне он сам нравится, и смотрю, покупателям тоже. Конечно, работа непростая, потому что много маленьких деталей, да? От этого и зависит вот эта вот прелесть работы. Итак, что я тут добавила от себя? Это вот такая вот такой нюанс, да, серьга. Просто взяла колечко соединительное и вставила. Тут в этот раз решила, что большое, до этого было маленькое кольцо. Ну, тоже ничего, смотрится. Вот. По чайке я вот думала повязать таких чаек отдельно, просто как брелочки, почему бы нет. Я до этого как-то давненько вязала на полочку такие брелки, а сейчас с приближением весны и лета нужно будет этим заняться. Что здесь интересного? Съемная здесь только шапка. Все остальное не съемное. Есть имитация того, что мы можем снять, да, вот эту вот курточку или плащ такой, да, но нет, здесь пришивается вокруг рук, связали отдельно курточку и потом пришили по кругу рук, вот, таким образом. Штанишки тоже монолитные, то есть мы ничего тут не можем снять. Он классно смотрится, богато. На полочке девочка вяжет смотрителя, или я не знаю, как он правильно называется, удари. Напишу вот здесь ее канал Волмут, по-моему, да? Вот, у нее тоже есть похожий мужчина, но там прям наборчик одежды, то есть и штанишки одеть, и кофточку, и вот не помню, шапка там есть, по-моему, есть. Вот, а у меня вот такой мужчина, он будет подешевле, если хотите мужчину какого-либо с одеждой, да, съемной, тогда вот можете пройти туда, удари, посмотреть, какой мужчина, если вы еще не видели. Вот такая работа, я прям довольна этой работой, нужно пофотографировать. Знаете, у меня проблема такая, я не фотографирую работы так, как бы надо бы, и себя прям корю. Большое удовольствие получаю от процесса вязания, сборки, любуюсь, да, этой работой, но и показываю вам, и все, и у меня дальше сил не хватает вот так взять и пофотографировать хорошо работу. Я люблю вязать, вот, и другие же тоже должны видеть нюансы, поэтому очень нужно этим тоже заняться, пофотографировать его в разных ракурсах, но вот, у вас есть такое? Или вы наоборот, допустим, любите фотографировать, а вязать или там сборка вам трудно дается? Пишите в комментариях, делитесь своими эмоциями в процессе вязания. Что здесь сказать? Борода пришивается, усы пришиваются, нос пришивается, уши пришиваются, да? Руки ввязываются по ходу вязания, все. Ну и курточка тоже пришивается. Итак, мужчинка готов, скоро поедет на полочку. Далее я решила повторить кошечку. Подпишу автора на экране. Я эту кошечку вязала перед Новым годом. Ее приобрели тоже, она недолго стояла на полочке. И вот такую очаровательную, скромняшу, фигуристую кошечку связала. Очень прям такое милое создание, хорошенькая, милая малышка получается.
Люблю этот мастер-класс, несложный, одежда несъемная. Вяжем все по ходу вязания. Обвязка здесь, конечно, роль играет, потому что без обвязки нехорошо смотрится. Отдельно вяжется вот этот вот цветочек. Его можно, мне очень нравится, когда на шее. Прям оно то, что надо, придает. А можно сделать, наверное, я так думаю, на голову, да, завязочку. Это, ну, слишком, может быть, большевато, но, в принципе, да, громоздко. Лучше это смотрится на шее. Или у автора еще на руке этот цветочек. Вот так вот есть вариант на ручку повязать. Цвета здесь я подбирала из Yarnard Jeans. У автора это Alize Cotton Gold. То есть травянистый вот этот вот номер. Давайте я пропишу на экране номера, какими я пользовалась. Я уже говорила, что мне прям нравится сочетание коричневое и вот этот вот оттенок какую-то конфетку напоминает, почему-то шоколадную, с шоколадным джемом, что ли. Вот. И молочный оттенок, не белый кипельный, а молочный. Все еще очень, еще большую роль играет оформление лица. Постаралась как у автора оформить, мне понравилось. Очень симпатичная кошечка выходит. Вот. Были, знаете, проблемы с пришиванием головы. Что-то я как-то утянула. Здесь нужно делать утяжку, да, спереди. И потом, когда пришиваешь, есть моменты, где видно, что не очень-то получилось пришить головку. Ну, все вот исправляется цветочком. Берем цветочек, повязываем кошечки. Вот, очаровательная девочка. Еще хочется в каких-то сочетаниях, но вот этот вот самый, мне кажется, выигрышное сочетание. Нежно-желтый, зеленый травянистый и яркие оттенки розового. Еще я забыла, знаете, что щечки сделать. Давайте вместе с вами. Я беру обычные румяна. Могу наносить ватной палочкой, могу просто пальчиком. Желательно, когда вы набрали, да, румяна, нужно на руке это все распределить, иначе будет сильно большое пятно. Также и палочкой тоже. И потом мы просто растираем. Вот так. Давайте еще здесь. Вот такая вот девочка. Что-то тут поменьше можно еще добавить. Я таким образом румяна наношу. Вот. И когда наносишь румяна, образ становится свежим, как будто только-только с мороза, да? Живость придает, очень симпатичная девочка. Так, можно еще вот тут подрумянить ушки внутренние. Но я не стала, я не буду. Но я что-то так, наверное, оставлю. Так, это еще одна моя большая работа на этой неделе. Вот так очень красиво смотрится в кадре, да, тоже нужно пофотографировать обязательно. Открыла свой блокнотик, листала блокнотик, увидела игрушку и решила тоже повязать. Всегда забирают этих малышей, поэтому у меня их сейчас нет на полочке. И это вот такая вот летучая мышка. Этих мышек вяжу периодически. Она такая прям в ручку, да, совсем малышка. Тут у меня остался клубочек пушистой вот этой вот пряжи, наверное, Moss. Давайте подпишу на экране, чтобы могу ошибаться. И мышуля получилась у меня почему-то маленькая,
наверное, плотно вязала, потому что пряжа пушистая, скользкая. Обычно я из травки вяжу, а у меня травки как-то не было темного серого цвета, оставался вот кусочек, и я решила сделать из этой пряжи. Конечно, слишком кудрявая, я потом уже пожалела, что я начесала, надо было просто оставить. Ну, ладно. Что здесь? И тут голова как-то у меня пришилась, как будто кривовато немножко. Такой вот малыш. Давайте померяем, сколько он сантиметров. Примерно, ну, если без вот этих пальчиков лапок, 11 сантиметров. Совсем малютка. Моя младшая дочка ходила с ним. Очень ей понравился этот малыш. Можно даже в люлечку посадить. Вставляю сюда проволоку, обвязываю, ну, то есть вставила, да, закрепилась вот здесь, вот делала петельку, даже видно. Я ничем не обматываю, не обклеиваю, пусть торчит, ничего страшного. Вот, в петельку несколько стежков делаю и потом обвязываю вместе с проволочкой. Вывязываю пальчики и возвращаюсь. Вот так. И с другой стороны. И тут хорошенько нужно будет пришить, потому что проволока торчит, она в теле, чтобы эта проволочка не выскочила. Вот. Мастер-класс есть. Вообще автор этого мышонка, подпишу его. Я не у нее покупала, я просто увидела как-то фотографию, говорила уже об этом, и связала мышонку по фотографии. Поэтому не спрашивайте про мастер-класс, это вот по фото игрушки связано. Вяжу периодически, говорю же, мне нравится мышонок, очень симпатичный малыш. Получается, недолго вяжется, пришиваю голову, туловище, крылышки и ушки пришиваю. Такой вот застенчивый малышок, кудрявый, пушистый. Вязала из Yarn Art Jeans, да, такого графитового оттенка. Так, еще одна готовая работа. Прям наслаждаюсь моментами этими, когда готовая работа очень вдохновляет дальше что-то сесть и повязать. Следующее. Далее я думала, чтобы еще повязать на полочку того, что у меня еще нет. Я решила связать чехлы для помады. Эти чехлы, наверное, я уже третий год вяжу, скорее всего, если я не запамятовала ничего. Вот, мастер-класс есть везде. Вот этого именно цветочка на видео мастер-класс. То есть можете пройти. Вообще, смотрю сейчас на Pinterest, много кто сохраняет, пишет комментарии, да, про этот мастер-класс. Я его вязала давно, есть нюансы, там в мастер-классе у меня есть, когда я прописывала, да, количество петель, я там ошиблась. В лепесточках я делаю 3 накида и провязываю, а там написано в видео, что 2. В принципе, можно и 2 попробовать и посмотреть. Сложность вязания в чем? Не сложно связать вот эту основу, но сложно вязать вот эту вот сам цветочек. Почему? Потому что я здесь использую 2 ниточки. То есть я вдвойне складываю 2 нитки вместе и провязываю. Для чего это делается? Чтобы цветок был устойчивый. Потому что я помню, когда я увидела вот такой чехол, да, иностранной мастерицы, я начала вязать, и мне не понравилось. Ну, то есть, понятно, что там мастер-класса не было на то время, и сейчас их очень много всяких разных, поэтому ищите, проходите, вяжите. Прикольная вещь в подарочек кому-то, да, на рюкзачок, сумочку. Или вот мой вариант. Почему мне не понравилось? Потому что там в одну ниточку вяжется, и эти все лепесточки, они со временем, ну, теряют форму. Да и даже когда ты свяжешь, уже видно, что теряется форма. А мой вариант, он не теряет форму. Вот это вот туго вяжется часть, но зато она очень устойчивая и держит форму. Сейчас покажу, если у меня у дочери остался. Она взяла такой же
Я ей связала такой же цветочек уже давно и покажу, в каком он сейчас виде. Нет, к сожалению, я не нашла цветочек, но у нее он немножко, он тоже белый цветочек, не сильно запачкался, поэтому хочу сказать, что форму не потерял. Жалко, она, наверное, ушла в школу с ним, поэтому не нашла. Вот здесь, вы смотрите, более округлая такая форма, туго вязала, а здесь более расслабленная, она плоская получилась серединка, но тоже хорошенький выходит цветочек. Вот кто еще не вязал, повяжите, интересный вариант. А вот это у меня есть описание также и в Pinterest, и ВКонтакте на такой грибок. Есть еще шортс, по-моему, да, там можно посмотреть, как я это все соединяю, да. Если вдруг кто не вязал, посмотрите. Вот этот грибочек очень легко вяжется. Вот эти точки мухоморчика можно заменить полубусинами, приклеить. Так, сделала два, получается, грибочка и цветочка. Когда вязала, что-то мне вот эта вот фотография попалась. Очень симпатично смотрится, но тут нужно тоже это продвигать, потому что на полочке это непонятно, что это такое будет лежать. Я решила сделать также брелочком, но для сумочки. Вот таким образом сделала брелочек. Это тоже чехол для помады. Чехол для помады. Вот берем помаду, да, вставляем. Но есть опасность, что он отсюда вылетит, помада потеряется. Вот это вот я не знаю, не тестировала, но симпатично смотрится. Мне нравится с открытой крышечкой, так как-то более элегантно. Если это такой детский или такой образ должен быть спортивный, может быть игривый, да, рюкзак какой-то, шопер, вот. А вот это уже стильно смотрится, для более классического, да, лука подойдет. И наш любимый красный оттенок, как-то мне красный запал в душу. Еще почему красный оттенок? Потому что вот кисточка. Сейчас расскажу, как я это все делала. Тут просто взяла как здесь цветочки или в грибочке, да, взяла, связала эту часть, потом связала небольшую часть, кольцо ввязала и одела вот такой карабинчик. От кольца цепочка была такая, она, знаете, дохленькая, но для вот этой части, для кисточки, я думаю, это подойдет, ничего тут веса вообще нет, поэтому для кисточки такая цепочка дохленькая подойдет, считаю я. Как я делала эти кисточки? Как-то я давненько заказала очень большое количество вот такой вот тесьмы, да, бахромы. Для одного проекта, который у меня не состоялся, мне он не понравился, и так эта тесьма лежит, мне давит на душу, на мою, и я хотела ее использовать где-то. Что я сделала? Я просто взяла, скрутила эту тесьму, это нужно делать плотненько, около 5-6 сантиметров, плотно-плотно скрутила. Далее с изнаночной вот здесь вот стороны, с внутренней, где у нас сама тесьма, прошла иголкой, Ярнард джинс, просто ниточку оторвала, да, прошла сюда насквозь, прошила несколько раз в направлениях. Ну еще сначала, конечно, склеила край, да, клеем моментом гель. Вот, аккуратно смотрится, смотрите, очень. Если внутри клеить, то что? Игла не пройдет, поэтому я только край приклеила, потом это все сшила и вытащила иглу с этой стороны, сделала петельку, вот такую прям маленькую, и в этой стороне вывела, завязала узелок, проклеила клеем. Я думаю, вообще симпатично смотрится. Вот такие вот. Если у кого-то есть тесьма, которая не задействована вообще нигде, и вам ее жалко, вы можете сделать вот такую вот кисточку. Сейчас кисточки встречаются, да, на брелочках висят. Это дополнительный такой какой-то, не знаю,
дает вид интересный. Мне понравилось. Пробовала эту цепочку закрепить и на карабин. Не то. Вот хорошо смотрится на кольце вот этом. Вот такой чехол и чуть-чуть побольше для более, сказать, толстеньких помад. Это тоненькая, да, а тут вот потолще. Здесь она точно вылетит, поэтому тут нужно мерить. Я не стала много вязать, связала 2 таких чехла. Вообще видела, есть еще, можно на магните, да, сделать такую перемычку или на пуговке, или на кнопочке. Но на магните, мне кажется, даже будет более выигрышно. Хотелось мне с открытой крышкой, с открытым видом. Вот так вот вышло. Скажите, как вам? Вязали ли вы такие брелочки для хранения помад или нет? Если я вам была полезна, пишите тоже в комментариях ваши идеи, может быть. Сейчас очень много чехлов для помад. Очень просто. Разнообразие всяких и зверюшек, и не зверюшек. Чего только нет. И всяких всевозможных цветочков. Пройдите на Pinterest, полистайте. Может, что-то понравится, вас вдохновит на вязание. Вблизи 8 марта, поэтому готовимся, девочки, на подарочки или вообще просто на вязание. Вот такое у меня количество чехлов. Представляете, сколько я могу кисточек наделать с этой тесьмы. Но я держу еще надежду, что у меня что-то придумается с этой тесьмой. Есть в голове идеи, но их нужно пробовать. Вот была классная идея, но в результате мне она не понравилась, поэтому я даже ее отложила и все, и забыла. Так, дальше. Мне захотелось связать брелочки еще каких-нибудь навязать, и что я повязала. Вы, наверное, видели вот такие вот керамические подвесы в виде птички белой, да, это, я так думаю, символизирует голубь, и если ошибаюсь, то пишите в комментариях, что это, кто керамикой занимается или знает, да, или это просто птичка. Я связала вот такую птичку. Мне этот вариант не особо понравился, поэтому сейчас покажу последний, но сначала остановлюсь. Это 0,3 Yarn Jeans, повязала вот просто пташку, да, думаю ее на кольцо подвесить за крылышко. И я еще думаю, делать ли клюв и глазки, или все-таки оставить так, просто как образ птицы. Это имеет место быть, минималистично, почему бы нет. Так, и вот последний вариант. Поменьше голову сделала и чуть-чуть пошире крылышки. Ну, то есть вот тут широко, плечо меньше. Как-то мне больше вот этот вариант понравился. Хотя тут на вкус и цвет, конечно, говорят, товарищи нет. Еще на рыбку больше, еще похоже на рыбку, да. Ну вот я имела в виду птичку. Можно вот здесь вот прошить, тогда будет видно, что это крылья и туловище. Вот таким я занималась. Потом я увидела, что есть вязаные спицами похожие птички. Так что это не новая идея. Не претендую на идею, да, но повязала. Так, и дальше мне захотелось связать еще кое-кого. Тоже летающую птичку. Тоже птичку. Вот. Начало, то, что мне не понравилось. Когда ты в голове что-то держишь, да, начинаешь вязать, у тебя не получается, и останавливаю вот на таком этапе. Я думаю, вы уже сообразили, кто это. Пишите, останавливайте видео, пишите в комментариях свои догадки, что же это за птица. Вообще, дочке, когда не говорила, что это птичка будет, она говорит: мама, что это вообще? Что это такое? Ну вот, сейчас покажу, что у меня получилось. Второй вариант мне уже очень понравился, но я его потом опять дорабатывала. Это вот такая вот милашка, малышка, ласточка. Хорошенькая она получилась. Я тут специально вытащила, чтобы начало
отметить, когда вязала третий вариант. Вот такая вот ласточка. Это второй вариант. Сделала клювик, глазки, полубусинки приклеила. И сделала карабинчик. Просто подвесила, посмотреть, как это будет смотреться. Интересная. Она такая, как сказать, хрупкая. Но держит форму, что хвостик, то есть не загибается куда-то, а держит эту форму. Вариант мне очень понравился. Я решила еще кое-что добавить. Сейчас покажу. Вообще у ласточки красная вот здесь вот, да, часть перышек и животик беленький, переходящий в крылья. Но тут, в принципе, и такой вариант может быть, да, когда мы смотрим или когда рисуют просто схематично ласточку, рисуют ее просто в черном цвете. Смотрела тоже, есть ли вообще вязаные, когда связала, потом уже начала смотреть, есть ли вязаные ласточки. Есть броши, я видела даже, но они плоские, не объемные. Я обрадовалась, думаю, слава богу, что нет повторений, а то было бы обидно. Так, что здесь? Вообще ласточка у меня очень ассоциируется с домом, потому что я жила в деревне, да, до 18 лет, до 17 лет. И у нас на сарае, тоже в деревне есть сарай, да, были каждое лето, вили ласточки, даже по несколько семей, гнездышки. И вот этот вот звук ласточек, у меня аж мурашки идут, звук ласточек, или когда рано утром выходишь, они выгуливают, учат своих маленьких птенчиков летать. Это прям все вот бросает в детство. Потом, когда я приехала в город, да, там училась, слышала этот звук. В городе это тоже есть. Вот это вот летний, весенний-летний период, когда ласточки летают и издают звуки, прям как-то, не знаю, приятно это осознавать. И вот решила создать брелочек. Любителям ласточек, почему бы и нет, повесить такую птичку. Так, ну и последний мой вариант. Тоже пишите, какая ласточка вам больше понравилась. Вот эта или вот такая. В чем разница? Во-первых, я чуть-чуть изменила крылышки. Вот, и поменяла у меня стык. Был на спинке, а я его перенесла на животик. В принципе, не так уж и заметно. Мне кажется, и так хорошо. Вот. Попробовала маркерами акриловыми, по акриловыми маркерами пометить цветом белым и красным. Думаю, можно потом сделать жаккардом. Ну, конечно, на такой маленькой работе тяжело с жаккардом работать, но попробовать стоит, я думаю. Красный здесь использовать и белый. Может быть, не уходить сюда, а просто животик беленьким сделать. Вот такая ласточка. Клюв я просто вышила черной ниточкой. И все. Вот моя новая работа. Очень я вдохновилась этими птичками. Симпатично смотрятся, тоже их нужно пофотографировать. Пишите в комментариях, как вам ласточки, похожи, не похожи, чтобы вы, может быть, добавили или убавили в ней. Вот так. Опять про птичек. Этот ролик почему-то, не знаю, как-то меня тянет на летающих, что вот этот вот малыш тоже летучая мышка, да, летающий зверек был. И птичку. Помнила ту игрушку, которую я увидела, не вязаную, а шитую. Давно-давно она у меня сохранена, и я попробовала повязать. Сейчас ставлю ее, но я зарисовала свой эскиз. И потом покажу, какая она у меня получилась. Вот такая на Pinterest игрушка. Шитая, очень симпатичная, очень такая интерьерная, я считаю, прям красиво смотрится, здорово. Там она обшита бисером, очень можно обшить всяко разно. И вот ею я вдохновилась и сделала вот такие эскизы.
Эскизы просто так, не стараясь, разные варианты, там пробовала и открытые глазки, и закрытые глазки. Мне понравилась идея вот с такими ниточками, и нужно было срочно это попробовать. Ну, то есть, если ты видишь это и не пробуешь, потом это все заседает в голове, и нужно это воплотить и посмотреть уже, нормально, ненормально, может быть, что тут добавлять еще. Итак, к чему я это? Вот, я взяла в оттенках таких пастельных, да, нежных, хотела ее создать, чтобы примерно образ был той. Но у меня не получилось не сова, а совенок. Малыш совенок получился. Итак, сейчас покажу. Ну, вы уж тоже напишите, больше на совенка похоже или на сову. Итак. Вот такой вот совенок у меня получился. Что же не так? Вообще там форма удлиненная. Но я поняла и ставлю себе диагноз, что я ленивая на большие игрушки. Мне нравится быстрый результат, быстрый вот этот вот гормон, чтобы у меня вырабатывался, да, быстренько сделать, красиво и аккуратно. Я когда сделала вот эту вот голову и думаю, если вязать, нет, меня не хватило, я связала вот, сколько тут сантиметров, давайте померим, тоже где-то 11 сантиметров получается. Вот такая малышка получилась, и это получается не мамочка, да, а ребеночек. Итак, что же я тут делала? Получается, с этой стороны вот так, хвостик сделала для того, чтобы можно было поставить на полочку, допустим, да. Тут жаккард, вышивка, и вот попробовала я все-таки вот эти веревочки. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, стоящий вариант или нет? Мне кажется, это необычно. Сначала я хотела пушистой пряжей попробовать повязать, но первую игрушку нужно вязать пряжей та, которая держит форму, для того, чтобы и по форме посмотреть. А если мы берем пушистую, допустим, киви, да, она же тянется, и там уже вообще не будет понятно. И размер непонятен, и пропорции. Вот, я взяла Ярнард джинс, получается, я вот здесь себе отметила, 87-й бежевый оттенок и молочный 0,3. Серединку взяла. И я еще добавила мохер. Мне захотелось все равно какой-то пушистости и неоднородности ниточки. Этот мохер очень тонкий, мне дарила сестра, я не знаю название мохера. Вот, очень тоненький. Что получается? Вообще мохер даже тут, ну да, есть чуть-чуть пушок, ну совсем маленький, но интересно смотрится эта ниточка. Можно вообще взять, мне кажется, швейную ниточку или ниточку ту, которая у пуха норки идет. Все просто взять ее и пропустить, тогда будет меланжевость такая, неоднородность нити, очень приятная. А когда крылышки, они уже идут без этой ниточки, и тоже есть чуть-чуть контраст. Вот. Вот такой вот малыш. Совсем малыш, пухленький получился. Все-таки я решила здесь сделать глазки закрытыми. У меня нет красивых глазок большого размера, потому что у нас сова-то большие глаза, а у меня нет наличия. Я подумаю, может быть, попробовать еще какие-то открытые глазки. И сделала здесь чуть-чуть ресничек вот таких вот. Хотела на всю. Вот эту нет, мне больше нравится. Не стала вышивать, а просто вот эти такие ниточки оставила. Вот. Такой вот малыш. Тут можно слоями играть. То есть вот тут я сделала слой покороче, подлиннее сделать, еще длинный. Тоже интересно смотрится. Вот нежный совеночек. Очень-очень жду ваши комментарии, как вам такой совенок. В данном видео все.
Это была последняя моя игрушка. Спасибо вам за просмотры, лайки, комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.